Миш, ну, Миш. Миш, а почему так серьезно? Пип-пип-пип. Все. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Миш, мы у тебя дома? Екат такой прекрасный. Не знаю, первый ли я открою тебе эту маленькую деталь по поводу уральских людей, или не первый уже, но для меня вот есть очень важная одна вещь, которая заключается в следующем. Это же город изначально рабочих Да. и ссыльных. И в нем не было никогда купечества, потому что и не было особой торговли. Поскольку в городах, в других городах, когда ты приезжаешь, тебя встречают с распростертыми объятиями и улыбаются, потому что тебе должны продать товар. Что-то втюхать. Да. А если люди тебе улыбаются в Свердловске, то они тебе реально рады. И вот это очень важная деталь. Им нечего тебе втюхивать. Поэтому это реально, они тебе счастливы. Поэтому улыбаются не так часто, как где-то. Да, поэтому это город, в общем, с таким общим суровым настроем. На тебя могут смотреть долго, тебя могут просчитывать. И когда тебе рады, это тебе уже по-настоящему рады. И дальше уже как бы это дружба навеки. Слушай, Миш, ну это просто уральский Бэнкси. Я уже снял сейчас это на фоточку, первый раз увидев, и отослал своему приятелю, чтобы он идентифицировал, кто это, но это прямо вообще стиль просто, абсолютно. Мне кажется, что я как раз смотрю сейчас ночью фильм про Бэнкси, а я завороженно наблюдаю за Бэнкси много лет. Это один из моих героев прям. Коротко. Да. Бэнкси — это чувак из Massive Attack? Я бы очень хотел в это верить, но это не так. При том, что много лет все следили за Робертом Дель Наэ и местами, где Massive Attack давали концерты, и Бэнкси реально из Бристоля. И все знают, что это в любом случае одна тусовка, но гипотеза о том, что по ночам после ухода с концерта Роберт Дель Наэ бегает по городам и в темноте делает граффити, она была очень популярна. И главное, что на карте наносилась вот ровно в тех местах, гастроль, где акция, гастроль, да, акция. стена, гастроль, стена, гастроль, забор. Вот. Ну и, к сожалению, эта версия рухнула ровно в тот день, когда в Милане появилось очередное граффити, а именно в этот момент, там с точностью до получаса, понятно, когда оно возникло, Роберт Дель Наэ был на сцене в Сан-Франциско, где Massive Attack давали концерт. И это уже вот прям перелет через океан невозможен. Вдруг специально прикрыть такое липовое алиби. По Я трафарету друзья вывели. Я говорю, Юра, мне хотелось бы, чтобы это так было, потому что это просто очень красиво. Я должен сказать, что я обожаю Екат. Обожаю за то, что это важное место в русском крафтовом пиве. А теперь я еще, видимо, буду обожать за другую штуку. Мы тут были недавно в поездке одной, где встретили чувака, который из Екатеринбурга, который занимается кино, но еще вот он издал вот такую книгу. «Словарь жителя Урала». И я хотел у тебя проверить, действительно это работающая вещь, или это какая-то шняга, которую просто решили так упаковать. Это типа народный уральский сленг. Сленг, да. Например, шланговать. Есть такое слово? Валять дурака, притворяться. Лениться. Да, это лениться. Окей. Гонять харчу. Не слышал. Бездельничать. Буквально поливать, харкать. А я тебе можно в ответ? Да. Вывозить коляску. Я знаю, что такое. Решить проблему. Да. А знаешь, почему я знаю? Потому что на букву «В» здесь есть вывозить коляску. Да? Да. А знаешь, откуда я знаю? Еще в моем детстве не было вывозить коляску. Это рэперское поколение. У группы EK Players и у Наума Блика есть песня «Вывози коляску», которая, в принципе, сводится к тому, что давай, не тушуйся, решай свою проблему, какая бы она ни была. Зусман. Ох, это дубак.
Да. Колотун. Да. Зусман, только ударение ставится. Здесь ставится на второй. Блин, откуда эти слова? Зусман, да. Это прекрасно, это же такие же русские люди, да? Абсолютно, да. Но- Это прямо вот... ну что, пойдем? Да там Зусман такой вообще. Типа, Блин. вот это прямо общеходовое, общеупотребимое слово. Здесь есть несколько переводов слов, фраз точнее, и есть «чё, кого». И дальше потрясающе. Уральский аналог британского «how are you». Как правило, используется в начале встречи, чтобы завязать диалог. И пример употребления. «Чё, кого, пацаны?» Добрый вечер, друзья. Сегодня прогуляемся по набережной и сети или просто постоим у подъезда, обсудим знакомых барышень? Это шедевр просто вообще. Чё, кого, пацаны? Супер. На «Дожде» давно режим сверхэкономии. То есть это производство такое вот на коленке, максимально эргономично. Ты когда-нибудь из этого страдал? Из-за того, что нет студии, нет кучи продюсеров, редакторов, все мишуры. Нет. Я, слово «страдал» неприменимо. Я очень как бы дорожу и понимаю все эти 10 лет Наташу Синдееву. Я понимаю, что каждый раз, когда происходит очередное урезание, оно реально вынуждено. И, конечно, я мог бы смотреть на себя в зеркало и думать, блин, ну почему ты не можешь сделать полноценное, красивое, полномасштабное, круто смонтированное шоу, там, отправившись на машине по местам, где написан был вот этот альбом или где вырос вот этот музыкант, и подсчитываешь примерно и понимаешь, что нет, канал это не сможет сделать, и дальше мы даже не сможем это продать из-за того, что мы вынужденно вещаем на очень небольшую аудиторию только подписчиков. Я понимаю, но я не хочу тратить на это эмоции. Я отношусь к этому так. Вот мои ресурсы, что я могу с ними сделать? Мои ресурсы — это небольшая команда. Я занимаюсь тем, что я выпускаю несколько своих программ и программирую всю музыку и концерты на канале. К чему я все это спрашивал? Были ли за последние годы у тебя предложения о работе, где были деньги, но было стыдно? Одно я точно помню. Блядь, какого количества говна я сейчас наемся, я представляю себе. Значит, когда Ксения Собчак решила идти в президенты, она позвала меня заниматься музыкальной составляющей своей президентской кампании. Голосуй или проиграешь 2? Я сказал бы, голосуй или проиграешь Дом 2. Стас Белковский вел со мной переговоры. Переговоры были не длинными. Значит, то есть Ксюша сама сказала, что у меня есть разговор к тебе, значит, у меня есть одно предложение. Не мог бы ты поговорить с Белковским, поскольку Белковский был как бы главным идеологом и креативным. Я не знаю, какую должность он занимал. Вот, и мы сели с Белковским. Белковский сказал, что вот смотри, мы планируем у нас как часть президентской кампании, должны быть концерты, должен быть entertainment, как бы лучше тебя кандидата нет. Давай, ты же понимаешь, что это будет хорошо финансировано, оплачено. Вот. Я помню, что я сказал Стасу, скажи, пожалуйста, а ты как это себе представляешь, что я набираю Шевчука или Гребенщикова и говорю, Юрий Юлианович, Борис Борисович, ты такое дело, надо для Собчак выступить. Это вообще как в отношении... Ну, то есть это, наверное, самое чудовищное сочетание моего имени с чем бы то ни было, что вообще может происходить. И поэтому я однозначно, да я даже не взял тайм-аут на размышление. Нет, я взял, по-моему, до утра, потому что мне нужно было поговорить... С совестью? Нет, с моим другом, который с этим был связан в ту пору. И, ну, как бы я быстро сказал нет, извините, нет, и все. Вот, и, ну, в общем, я в самых смелых снах представить себе не могу, о каких деньгах в данном случае шла речь. И как на этих деньгах можно было бы подняться. А почему ты отказался? Я дорожу своим именем. Это самое главное, что у меня есть. Так а в чем проблема? Оппозиционный кандидат шел на выборы. Тут проблема заключается в том, что я ей не верил. И не верил ей
с самого начала, хотя я должен сказать, что в процессе этой своей президентской кампании она делала вещи очень смелые, очень достойные. И, как всегда у меня бывает в моем отношении к феномену Ксении Собчак, у меня там вот в какой-то момент я дохожу до того, что я прямо вижу, вот она молодец, вот это она хорошо сделала, вот прямо здесь очень здорово. И ровно на следующий вечер это все к чертовой матери летит, и я думаю, ну нет, ну нельзя такой быть вообще, ну нельзя с этим человеком быть связанным, нельзя к нему относиться, нельзя иметь какое-то к этому отношение вообще. И эти американские горки, я думаю, кстати говоря, не я один их испытываю, а многие люди, но работать на президентскую кампанию кандидата, который, насколько я могу максимально достоверно предположить, был спланирован, придуман и согласован, где надо, я, конечно, не стал. Вы это точно уже давно заметили. Сереги в нашей творческой артели такие же важные чуваки, как и я. Все это происходит, потому что Сереги не только офигенные операторы, но и очень строгие люди. Самый строгий — Серега Лынков. Есть примерно 1000 вещей, которые он запрещает мне делать до, во время и после съемок, но основные 3. Во-первых, он запрещает носить мне вот эти спортивные штаны. Можно задать вопрос, почему? Почему ты не ходишь просто в трусах по улице? Типа они пижамные, да? Поэтому, если вы думаете, что YouTube — это территория свободы слова, знайте, что у нас, когда дело доходит до вот этих штанов, Серега включает фэшн-цензуру. Второе. Нельзя есть во время съемки. Колбаска с чесночком. Чавканье не очень красиво, ну и это отвлекает Серегу от работы. Ну и третье. Нельзя бриться в день съемки. Вы знаете, откуда у меня растут руки, поэтому я много раз брился с утра и приходил на съемку с лицом изрезанным в кровь. Как выглядит Серега, когда он меня встречает вот с таким вот куском бумаги или чем там я пытался прикрыть эту рану. Вот этот человек просто идет по своим делам. Какой же ты бедовый. Юрец, ну купи ты себе электробритву. Ну хватит нас мучить. Электробритву я себе так и не купил, зато мои кореша из Эльдорадо подогнали мне вот такой девайс. Триммер Raventa Forever Sharp — универсальный прибор, который позволяет не только следить за щетиной и создавать правильную окантовку, но и, как в моем случае, аккуратно побриться и выглядеть похожим на человека, в том числе во время командировок. Главное, что нужно знать об этом девайсе. Лезвие из 100% нержавеющей стали, которые долго остаются острыми и не требуют замены. Заряда батареи хватает на 120 минут, то есть триммер можно использовать без подзарядки до 2 месяцев. В комплекте идут 3 насадки на 1, 3 и 5 мм, которые подходят для подравнивания бороды любой длины. А острые лезвия самого триммера создают четкий контур. Можно бриться максимально близко к коже, до 0,4 мм, и дальше поддерживать комфортную длину щетины. И самое главное, без раздражения на коже, как при бритье острой бритвой. Все детали по ссылке в описании. Там же можно посмотреть другие девайсы. У Raventa широкая линейка средств по уходу за собой и для мужчин, и для женщин. И на каждый из них можно получить 20% скидку по промокоду ВДУТЬ20 до конца августа на сайте Эльдорадо. Вперед! Сколько процентов от твоего дохода приносит тебе дождь? Это половина? Это треть? Я думаю, что это, наверное, процентов от 30 там, до, может быть, там, в удачные месяцы, когда у меня какие-то другие источники дохода, это может быть там четверть. Ага. Может быть, да. Вот так. Остальное — это озвучки, это продюсирование? Ну, в первую очередь, самый основной источник дохода, если говорить о последних 5 годах, это вот эти вот путешествия с клубом «Кожух». То есть вот это выросло неожиданно у меня и у Дубасов, стабильный источник дохода. В прошлом году я ездил, по-моему, 8 или 10 раз. И
здесь еще есть полная зависимость гонорара, поскольку от того, чем больше людей я наберу в группу, тем, собственно, больше денег я получу. И главное, что это фантастический для меня образ жизни, потому что я езжу туда, где я реально получаю удовольствие, и мне за это еще платят. Пусть все будет так, как будет, даже если будет иначе. Это гараж для карет. А вон для лошади, видишь? Колечко. Просто название бара. Ленусь, я все уберу. Явно тоже же постмодерн, поскольку дверцы открываются внутрь режиссера. Да. У нас с Феклой была программа, в которой мы объявили на «Серебряном дожде», что давайте звоните и рассказывайте о самых безумных памятниках, которые вы когда-либо встречали или которых знаете. И это была феерическая программа. 2 часа люди писали и звонили. Значит, и там человек позвонил и сказал, что в Луховицах стоит памятник огурцу. Но самую пронзительную историю рассказал чувак, который позвонил из какого-то небольшого городка. Он рассказал, что в этом городке есть памятник хомяку. Вот. И история такая, что в другом городе был бизнесмен в 90-е годы, которого резко прессанули, его предупредили и говорят: сматывайтесь, все, к вам сегодня придут, прям будут разборки. И они в спешке собирались, жена, дети, значит, все в машину. И у них был хомяк. И они такие: не забыть хомяка, не забыть хомяка. Главное, не забыть хомяка. И они, значит, в какой-то коробке увезли хомяка, уже едут, а они поехали в неизвестное место, как где-то куда-то кому-то в другой город. И на полдороги они вдруг вспоминают, что они забыли на минуточку одну вещь. Жена забыла все драгоценности в том доме. Ну, все, конечно, настроение. Приуныли, они приехали ночью в другую квартиру, обустроились, утром начали как-то разбирать вещи. Главное, чтобы никто не узнал, где они. Вот. И хомяк выполз на сервант, вот, и они слышат такой стук. Он выплевывает бриллианты. Он в этом ящике, поскольку она открыла его, просто забыла собрать, он там нажрался, полные щеки набил этих драгоценных камней, и в результате они реально купили дом в этом новом городе за счет продажи всего того, что он навыплевал из-за своих щек. И, конечно, когда хомяк двинул кони, то ему поставили памятник. Я стараюсь либо найти какое-то крутое событие по миру, какой-то мощный концерт, а в особенности, конечно, ценные артисты, которые не доезжают до России. То есть если у тебя есть возможность там, как мы, например, поехали на концерт AC/DC на стадионе, где пел Аксель Роуз, и такой концерт был один в Лондоне, конечно, это уникальная возможность. В Южной Африке, например, мы нашли компанию местных промоутеров, которые специализируются на камерных домашних концертах. И мы всю неделю, каждый вечер в Кейптауне, мы приезжали в район города, совершенно разный по степени достатка и безопасности. И в одном месте нам пели какие-то 4 африканца чернокожих spirituals. В другое место мы приезжали, там роскошный дом, и там играл классический гитарист, который играл там фуги Баха на гитаре. В третьем там были какие-то арабские 4 чувака, которые на кухне играли и скоблили на мандолинах какие-то старые блюзы портовые. Вот такие вот. И ты понимаешь вдруг, из каких разных культур состоит этот город. Вот это для меня особенное наслаждение, когда ты открываешь город через музыку. Что, собственно говоря, в Питере и надо делать, в первую очередь. Да. Сегодня исполняется 25 лет станции «Серебряный дождь», на которой я проработал 10 лет. И мы вели там с Феклой
программу «Мешанина», которую я так назвал, поскольку там реально была мешанина, мы могли делать все, что угодно. Там мог быть жанр интервью, мог быть концерт живой. Значит, она выходила 2 раза в неделю. И у нас был такой потрясающий цикл «Отцы и дети», где мы звали великих людей и расспрашивали их про их родителей. Как взрослеть и расти нормальными людьми. Да. Это олдскульная история. Вы можете положить черно-белый эффект и сделать так, как когда восстанавливаешь с ВХСных кассет изображение, чтобы обязательно бежали такие вот строчки по экрану. Значит, это то, как меня учили делать радио. Эта штука называется клок. Ну, как бы по часовому циферблату. И это, соответственно, я каждый раз, когда я строю эфир на телевидении или на радио, я всегда думаю вот в таком круглом формате. И расписываю сегменты, желтым выделены песни, которые мы сейчас собираемся поставить. Тут, соответственно, будет Крис Айзек, Шинида Коннор, израильская группа Ой Вовой, Земфира вот здесь, премьера песни, которую она у нас сыграла. А дальше расписаны вот буквально по 5 минуткам, и цифры здесь поставлены, как мы точно будем сейчас работать в этом часе, где мы будем ставить какие-то фрагменты. Но каждый раз, когда мне говорят, это надо запустить в 45, и у меня сразу на 3/4 часа я вот сюда вот четко как бы в воображении переношусь, потому что я мыслю вот этими клоками до сих пор. Говорят, динозавры вымерли. Ну, что вы. За исключением игуанодона. Мешанина. Яп! В эфире программа «Мешанина». Меня зовут Фёкла Толстая. Тебя зовут Миша Козырев, меня зовут Фёкла Толстая. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы раньше всегда говорили «добрый вечер». Сейчас впервые выходим в 5 часов вечера. Но как же приятно спустя несколько лет услышать джинглы Мешанины. Сейчас был эфир «Серебряного дождя», юбилейный. Ты когда его в Фейсбуке анонсировал, сказал, Соловьева не будет. И с таким злорадством. Я не сказал так. Я сказал, что я обещаю слушателям «Серебряного дождя», что в эфире не будет вечернего мудозвона. Правильно ли это? Ведь Соловьев, смотри, это же все-таки не какой-то там пьянка или вечер, да, на который ты можешь решать, кому быть, а кому нет, в какой компании выпивать. А это же все-таки 25-летие радиостанции, звездой которой Соловьев был. Вот такая Стал звездой, да. На ней. Вот такая иллюстрация, это правильно? Ну, во-первых, это точно вопрос не ко мне, а к Диме Савицкому, который владелец станции и ее генеральный директор. Это я не сливаюсь с ответа. Я просто имею в виду, что определяет людей в эфире на юбилей Дима. Но если ты спросишь, как я к этому отношусь, то я счастлив, что его нет. Я думаю, что на вечеринку одноклассников в 1938 году в Потсдаме не стоит приглашать единственного человека в классе, который стал оберштурмбанфюрером СС. Можно без этого обойтись. И это как раз тот самый случай. Потому что так случилось, что из выпускников «Серебряного дождя» один поставил себе целью паразитировать на ненависти. Его работа – это каждодневная ненависть. Человек, который соорудил себе маленький заводик по производству ненависти, я рад, что его нет на этой встрече выпускников. Не кажется ли тебе, что, проводя аналогию с ветераном СС, ты сейчас немножко на него становишься похожим, потому что это его же стиль, его корешей, когда они говорят «фашист! Фашист! Фашист!» Ты его языком сейчас немножко разговариваешь. Нет, я думаю, что я возразил бы тебе масштаб не тот. Я думаю, что у него в руках рупоры всех федеральных ресурсов. Он производит ненависть, я бы так сказал, в промышленных масштабах. Я ее вообще не произвожу. Я, в принципе, мы с ним разновекторные люди. И если бы ты мне сейчас не задал этот вопрос, я бы об этом тоже говорить не стал. Ты мне задал вопрос, я тебе сказал искренне, как я чувствую. Я действительно чувствую, что он перешел из сферы журналистики и радиоведения, энтетеймента,
в сторону политической пропаганды, которая характерна была для тоталитарных режимов. Я с этими людьми не хочу общаться, хотя надо сказать, что, по-моему, лет 7 или 8 назад, когда была очередная история объединения в эфире «Серебряного дождя», мы даже пожали друг другу руки. Он сидел в эфире, я помню, что я зашел, проходил мимо него, и я уже чувствовал, что он это делает с ненавистью. И мне... Ну, это вот бывает такая рефлекторная штука, что мы еще не решили, как мы будем вести себя, когда мы оказались рядом в поле зрения друг друга, и пожали друг другу руки, действительно. Это был последний раз. И я реально не хочу ничего иметь общего с этим человеком. И я думаю, что на самом деле, если настанет, наконец, на моей или при мне ли или после меня тот светлый день, когда люди сядут на скамейку подсудимых, я думаю, что он там должен сидеть одним из первых. Я думаю, что это Эйхман, фактически. Я думаю, что это преступление масштаба родоначальников нацистской идеологии. В 2008 году тебя ограбили на Патриках. Да. И он же как-то сильно вписался за тебя. Да. Тогда. Я ему за это благодарен. И уже неоднократно его за это благодарил публично. А если коротко, там что было? Тебя отвезли в больницу? Там, значит, я возвращался поздно ночью, мне устроили классический гоп-стоп, сломали переносицу, забрали по скорой, привезли в отделение больницы, и в течение, по-моему, 3 или 4 часов ко мне никто не подошел. То есть я лежал, у меня хлестала кровь, и в приемном покое никто на это не реагировал. Значит, и я в конечном счете сам принял решение, что я здесь не останусь, кого-то вызвал, кто-то за мной приехал, я уехал домой. И лег спать просто дома, даже без рентгена. И он об этом рассказал в эфире, и разнесли просто все отделение в больнице. То есть там, по-моему, всех тех людей, которые были в приемном покое в тот момент, когда меня привезли, их просто уволили. Я поражен был тем, что на моем пороге появился главврач больницы. К тебе домой пришел? Да, ко мне домой приехал и уговаривал меня лечь именно к ним. Вот. И это реально был эффект Соловьева. То есть он в этот момент обладал таким масштабом, то есть это было все равно, что он объявил, я не знаю, там, по Первому каналу, что Козырев попал в больницу. И никто даже не знает, кто такой Козырев, но то, что Соловьев об этом сказал, это вызвало моментальную вот такой вот тектонические изменения. Я за это ему очень благодарен. Я думаю, что если бы 1000 раз, не дай бог, Господи, развернуть эту ситуацию в противоположном, я бы точно так же на его месте поступил, даже при том, что я только что дал характеристику, как я к нему отношусь. Но когда человеку ломают нос и не принимают в больницу, об этом наша обязанность об этом рассказывать. Смотри, вопрос, который у нас с Навальным возникал 3 года назад. Допустим, Соловьев лежит вот сейчас здесь, ему надо делать искусственное дыхание. Каким бы Соловьев ни был, не хочется желать ему проблем со здоровьем, ни в коем случае. Но, допустим, что-то случилось, и ему нужно делать искусственное дыхание. Ты будешь делать? Ну, у меня даже сомнений нет. Я клятву Гиппократа давал. Я выпускник медицинского института. Я помогу любому человеку, если он лежит передо мной, ему нужна помощь. Просто после твоих фашистских аналогий захотелось это уточнить. Да. Я сделаю ему рот в рот. Какую фразу из звучавших в русской музыке за последние 20 лет ты считаешь самой мощной, точной и попадающей в тебя? Наверное, самая сильная фраза — это фраза уфимской группы «Люмен». «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство». Первые годы моей любви к русской музыке это была фраза «Сложно быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране» у Бориса Борисовича Гребенщикова. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. И, в общем, она до сих пор со мной резонирует. Но, конечно, самое точное — это «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство». Она была написана то ли в 2003, то ли в 2004 году. Ты же понимаешь, что она тогда звучала вообще не так? Ну, то есть насколько актуальнее она стала за это время? Я от нее обалдел тогда,
Я обожал эту группу и до сих пор ее дико уважаю. Они, кстати, пару дней буквально назад выпустили новый альбом. Вот только что я прочитал в Facebook, еще не слушал его. Но ты понимаешь, штука вот в чем. У меня никаких иллюзий в момент прихода Путина к власти вообще не было. Они исчезли в одночасье. Вот с того момента, как он стал первым лицом в стране, а даже точнее, все было понятно еще, когда он стал премьер-министром, или кем он там был до того, как он стал президентом. Вот с этого момента все шло только вниз. Для меня, в моем представлении, я понимал, я каждый день с каждым решением, с каждой новой публикацией какого-нибудь решения Госдумы, с новым законом, это все встраивалось в то, к чему я был готов. Это каждый раз становилось все хуже, хуже и хуже. Поэтому, когда Люман выпустил эту фразу, она абсолютно попала в меня, потому что, да, именно это ощущение у меня и было. Поэтому, как бы вот эти все фразы, наконец мы пробили дно, мы дно пробили в тот момент, когда этот человек занял престол. Вот в этот момент мы пробили дно. А почему? Почему ты судил по человеку, еще не видя его в деле? Потому что из КГБ? Да, в первую очередь. То есть... Да простят меня, наверное, отцы некоторых из девочек и мальчиков, которые сейчас смотрят. И, наверное, у них в семье, может быть, это когда-нибудь было проговорено, а может, еще предстоит проговорить. Но это преступная, отвратительная организация, в которой порядочный человек работать не может. И, в общем, рано или поздно вам надо будет взглянуть в глаза своему папе и спросить: папа, как ты мог? И папа, конечно, выкатит вам длинную телегу о том, что, понимаешь, девочка, время было такое, или подожди, там не все такие. Но это просто мое убеждение. Ну, подожди, то есть ты хочешь сказать, что спецслужбы не нужны государству? Я понимаю, что каждому государству нужны спецслужбы, но я не принимаю персональный выбор любого человека, который хочет туда идти и который принимает такое решение. Стоп. Представим, что государство работает хорошо. Представим, что в государстве нормально налажена вот эта система с силовыми органами и всем остальным. Пардон, а кто будет ловить террористов? Кто будет следить за шпионами, настоящими, а не теми, которые мерещатся из Польши, Японии или Чехии? Ну, это надо делать, Миш. Да, конечно, только давай доживем до такого государства, и тогда я смогу тебе дать ответ. До сих пор в мире я же в таком есть такие государства, не идеальные, наверное, а нормально работающие. Но у меня, конечно, нет никакого существенного опыта общения с такими людьми в других государствах. Я бы рад был, реально, я сейчас не шучу, просидеть вечерок-другой с каким-нибудь сотрудником спецслужбы американской, английской, французской и задать ему несколько вопросов по поводу того, как он живет сам с самим собой, ради чего он это делает, что он делает, на что он тратит время. Конечно, никто полноценную картину не нарисует. Но в моем государстве с таким наследством, которое было, я думаю, то есть это опять-таки абсолютная утопия, но я знаю один пример, когда нужно начинать правильно с нуля. Это когда Саакашвили увольняет всю полицию. Просто всю. Чтобы искоренить, вообще, чтобы воспоминаний никаких не сохранилось. И набирает просто полностью молодое поколение. И с этого момента начинается все с нулевой точки. Но как бы понятно, что это сделать мы никогда до этого не доживем и сделать не можем. Масштаб страны другой. Просто ты понимаешь, что если люди услышат, что ты считаешь, что государство может функционировать без спецслужб, нет, так не говорил. Я говорю тебе, вес твоих слов сильно понизится. Он не может это делать. Давай я тебе приведу такую аналогию. В Норвегии есть спецслужбы? Даже конечно, в Норвегии есть спецслужбы. Да, но просто... В Германии. Да, просто я тебе хочу сказать, что мясник, который убивает скот крупный рогатый, это тоже востребованная профессия, без которой государство не может быть. Да. Но я не понимаю ни одного человека, как он приходит на работу и методично выстреливает этим электрошокером в лоб животному. Этот персональный выбор этого человека я не понимаю. Но такие люди есть, конечно. Но при этом ты вкусно ешь стейк на ужин. Это парадокс. Юрий будет дуть будет Юрий.
мы сейчас в рамках твоей питерской программы переезжаем на квартирник Федорова. Как это будет выглядеть? Гитара, он один? Я думаю, что это будет 2 гитары, и это будет в основном акустические версии текилы джаз. Вот. Во-первых, это будет в уникальном месте. Я там ни разу не был. Я первый раз сейчас туда попаду. Это будет в студии его друга-художника, который находится в башне на 5 углах. Женя обещает, что туда можно прямо под купол попасть, вверху, вот в эту башенку, и оттуда посмотреть на Питер. А что касается музыки, то я отношусь к творчеству Евгения Федорова с такой бесконечной любовью и пиететом в любой его инкарнации, будь то Зорге, Оптимистик Оркестра или Текила Джаз. И я это говорю абсолютно честно, вне зависимости от истории наших с ним взаимоотношений, что я готов слушать его в любом виде. Дело в том, что мы поставили Текилу Джаз в эфир на Радио Максимум. Это было так круто. Это реально был русский Smashing Pumpkins. Ага. Ну, то есть, как бы, в тот момент я понимаю, что Билли Корган был абсолютным героем для Жени, и это было очень круто смотреть в «Горбушке», когда выходил Текила Джаз и играла с фронтменом, который был абсолютно лыс, потом перемена декораций, и выходила Smashing Pumpkins с точно таким же лысым Билли Корганом. И это был один из самых крутейших концертов в моей юности. Вот, радио юности. И после того, как мы отыграли все, что можно у Текилы Джаз на Радио Максимум, я начал наше радио, и Женя категорически не принял формат нашего радио. Я очень хорошо помню, как для меня было обидно, когда он в каком-то интервью он сказал, что эта станция хоронит русскую музыку. Какой умный человек. Так, все, отцепляйте. Когда обычно делается... Я думаю, что ни у одного человека здесь никогда не было концертов в подобном месте вообще, в жизни. То есть это у меня не было. Ну, с такой аудиторией. Ну, это просто вообще крутейшее. Спасибо всем. Приготовьтесь к тоскливой, дождливой петербургской музыке. Миш! Ну, Миш! Я знаю эту интонацию. Ты понимаешь, что я смотрел, и мы с Серегами смотрели вот на эту башню просто на всех открытках. И я просто подходя сюда, я не понимал, что концерт будет прямо в этой башне. Я обалдел, когда мне Женька Федоров прислал фотографию «Можем сыграть здесь». Я такой... Не может быть. И тут оказалось, что вот есть этот прекрасный владелец мастерской, и что сюда можно попасть. То есть круче же места вообще нет. Когда у тебя группа, это же группа туристов, ты с ними все время коммуницируешь, общаешься и все остальное. Поездка в Питер, понятно, это не самая дорогая вещь. Но Кейптаун, Мексика, вы на Рамштайн туда летали. Другие поездки — это то, что могут позволить себе богатые люди. У тебя же бывали какие-то неприятные, князьковые чуваки, с которыми просто прям стыдно в одном обществе находиться? Действительно, как кто-то из мудрых людей сказал, значит, вообще в мире, как правило, богатые люди всегда были образованными. Вот. А у нас, к сожалению, эта вилка очень сильно разошлась. То есть богатые люди — это вовсе не гарантия образованности, а образованные люди, к сожалению, за всю историю становились небогатыми. То есть это никак не коррелирует. Но я должен сказать, что это все-таки исключение.
Алкоголики гораздо более серьезная проблема. Вот прям люди практически в каждой поездке есть какой-то один человек, который прямо... Вот были в декабре в Японии, и там прекрасная русская артистка, которая переехала жить в Японию, собрала вечер, в который она пригласила японских музыкантов, которые выкаблучивались самыми разными экзотическими инструментами. Вот сидит какой-то прям в кимоно с какой-то роскошной шляпой японец, который играет на 127-струнном каком-то японском банджо, и одного чувака вырубил, и он говорит: ну, коленку давай, ну что ты, блин, ну давай что-нибудь наше, нормальное, сыграй. Вот как бы это те минуты, которые ты испытываешь жгучее чувство стыда. Но, слава богу, это отдельные маленькие моменты. Люди будут смотреть, как бы они последят за работой твоей, да, как ты зарабатываешь деньги, проводишь время, еще раз увидят один из лучших видов Петербурга, еще и надпись «Нахуй такую работу». Ты понимаешь, что как бы это издевательство для 99% людей, живущих в России? Я оправдаюсь только историей возникновения этой надписи. Дело в том, что... То есть это как бы не абы как я ее выбрал. Это важный символ для телеканала «Дождь», на котором я работаю. Значит, это 2014 год, рубеж 2013-2014. На Майдане работает наш корреспондент Тимур Алевский. И в этот момент, пока он ведет с камеры свой репортаж в прямом эфире, снайперы с крыш открывают огонь. Да. И вокруг него начинают свистеть пули. И он начинает выбегать из-под огня и, не выключая еще камеру, орет: «Нахуй такую работу!» Такую работу! И все это идет в эфир. И, конечно, мы взяли, но нельзя было не взять вот эту фразу и сделать эти майки. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты рассказывал, я был на том свете 3 минуты. Это фигура речи или ты реально пережил клиническую смерть? Да. У меня, слава богу, это произошло в больнице, потому что... Оторвался тромб? Да, из ноги. Что человек видит, когда он 3 минуты умер? Я потом... У меня было время, поскольку я оставался в больнице еще месяц, там катался по дворику, значит, меня вывозили. У меня было время над этим подумать и это вспомнить. Я не знаю, может быть, ты помнишь, если в детстве ты, например, крепко зажмурил глаза или большими пальцами прям надавил на глаза, то у тебя на черном фоне возникают звезды, которые на тебя несутся, просто такие искорки такие. Вот это ровно то, что в тот момент, это единственное, что я помню. Ты летишь в темноту и такие... То есть это очень напоминает какую-нибудь заставку из космического фильма, из каких-то звезд. Если коротко, как тебя спасли? Реаниматологи? Да, Я просто думал, если тромб отрывается, там все, без шансов. Нет. Или есть зазор какой-то? Значит, это было, сейчас я могу ошибиться с этажами, но это было на одном этаже, а на другом этаже, прямо над этим или под этим кабинетом, была реанимация. Поэтому они, качая меня, подняли на койке, я упал на пол, значит, они, продолжая меня качать на койке, они моментально меня подняли и тут же интубировали, чтобы сделать мне искусственное дыхание, тут же подключили, в общем, распяли. Одно из самых страшных воспоминаний — это то, что ты... это же всего я не помню, это только потом мне рассказывают, потому что, слава богу, со мной были люди. Ты лежишь, очухиваешься, ты смотришь, что ты лежишь в палате, везде вот эти вот пип-пип-пип-пип звуки, и ты начинаешь ощущать, что ты некомфортно, тебе надо как-то пошевелиться, у тебя все затекло, и ты пробуешь позвать к себе ходящую мимо медсестру, и ты не можешь это сделать. Ты звук не можешь издать, потому что у тебя заинтубированная трубка. Ты даже вот не можешь произнести, потому что у тебя парализованы голосовые связки. Вот эта невозможность докричаться, это было самое страшное, потому что тебе кажется, что ты реально сейчас умрешь, а рядом люди-то есть, они могли бы тебе помочь, они не обращают на тебя внимания. Но это вот продолжалось буквально несколько минут, и дальше я снова забылся. Вот этот момент я очень хорошо помню. Когда я очнулся, пришел в себя и так...
Здоровье пошатнулось из-за наркотиков. Да. Как долго ты... Но здоровье пошатнулось не только из-за наркотиков, но еще из... И они как бы легли еще на пару хронических болезней, которые никаким образом не связаны ни с употреблением или с образом жизни, а связаны с особенностями организма. Поэтому, в общем, основная ключевая причина, конечно, была наркозависимость. Ты употреблял кокаин. Да. Как долго ты долбил его? Это примерно было лет 8-9. 8-9 лет. При этом ты начал довольно взрослым человеком. Да. За 30. Да, за 30, конечно. Как и почему ты попробовал впервые? Во-первых, это происходит вокруг. И... Это модно было в рок-н-ролльной тусе, да? Ну, я не думаю, что здесь вопрос моды, это вопрос какого-то естественного атрибута, как считалось, этого образа жизни. И я не думаю, прости меня, что там сильно что-то изменилось. Но ты наблюдаешь за этим, когда это происходит. И, конечно, ты не будешь по дороге домой решать так. Я больше не общаюсь вот с этим, этим и этим, потому что они это делают. Да как, пускай, пусть делают кто что хочет. Это становится нормой, да? Да, пока не для тебя. Ага. То есть ты как бы привык к тому, что это происходит. Это происходит совершенно с любым наркотиком. Ну, у меня нет никакого опыта ни общения, ни соприкосновения с инъекционными наркотиками. Ага. Вот. Но с травой происходит точно так же. В общем, это как бы никому же не приходит в голову вдруг во весь рост встать и сказать «нет, уберите». Вот. Точно так же это происходит и с кокаином, точно так же это происходит и с таблетками. Вот. Дальше в какой-то момент объем аргументов, которые у тебя сложены на полочке под грифом «а может быть, стоит попробовать», он постепенно растет, а объем твоих естественных защитных аргументов, которые у меня еще, мягко говоря, с моим медицинским образованием и с пониманием того, что из этого может вырасти, он постепенно уменьшается. А вот эта стопочка растет. И в какой-то момент она перетягивает, и твой друг или твои друзья говорят: да ладно, ну что ты просто должен понять, что это такое. Вот. И дальше, после этого, все люди делятся на две категории. Одна категория исключительно редко встречающаяся, но счастливая. Им этой пробы достаточно, и потребностей никаких не возникает. Они и дальше идут своей дорогой. А вторая, широкая, основная категория, им этого первого раза недостаточно, и они пробуют дальше. Когда ты понял, что подсел? Думаю, что года через 2, наверное. Даже быстрее, наверное. Ну, просто как ты это понимаешь? Ты увеличиваешь дозу. Ты заказываешь больше. Тебе раньше хватало на такой-то период времени. Да, ну, первый очень тревожный симптом, естественно, когда у тебя в телефоне появляются номера дилеров. И когда тебе в какой-то момент становится влом зависеть от кого-то. Ну, то есть тебе получается, так как это становится атрибутом твоего досуга и работы, тебе надоедает каждый раз писать или звонить своему другу и говорить: а это будет? А кто закажет? А у тебя будет? Вот. И потом ты просто просишь телефон и делаешь это сам. Вот. Потом делаешь чуть чаще. Потом ты вдруг обнаруживаешь, что ты с этого начинаешь день, и этим же заканчиваешь день. Прям реально просыпаешься и убиваешь дорогу? В самый тяжелый период у меня тарелка с порошком стояла рядом с кроватью. Засыпаешь ты не от эффекта наркотического, а от усталости, от того, что ты столько не спишь. В какой-то момент ты просто убиваешься от усталости, а потом первый твой рефлекс с утра с этого начать. Ты смотрел сериал «Винил»? Да.
То есть ты был как Ричи Финестро, который не музыкант, но при этом... Я так жалею, меня пробовали на озвучание этой роли. Я так ее хотел. Это было так круто. Я записал демонстрационную версию, и мне отказали, потому что это решали HBO в Америке, кто будет адаптировать какой голос. И они по аудио кривым, мой голос не совпал, тембр голоса и интонации не совпали с тембром голоса у героя, и в результате они выбрали другого, ну, просто актера, и все. Вот, но это прямо до сих пор не могу это пережить, при том, что трагедией было, что они не продлили этот сериал. Вот, но да, это абсолютно точно вот этот образ жизни был, да. Может быть, это радость этого сериала, что хоть какой-то не продолжает истязать и продлевать. Да, может быть и так. Хотя мой вывод, когда закрыли сериал «Винил», то я для себя сформулировал это так. Уж если это не получилось у Мартина Скорсезе и Мика Джаггера, то это никогда уже не получится ни у кого. Потому что лучше, чем они, об этом времени и вообще о музыкальной индустрии сложно представить, что кто-то может снять. Поэтому я был очень огорчен, когда объявили, что он закрыт. Вот эта зависимость, это была попыткой поиграть в рок-звезду? Я не думаю, что такая формулировка правильная. Послушай, у меня все вокруг было, вокруг меня в антураже рок-звезды. У меня все друзья-музыканты были либо актерами, либо рок-звездами. Я выходил на сцены фестивалей, я кричал «Не слышу тебя, Хабаровск!». Ну, как бы, условно говоря, со сцены кричал «Привет, нашествие!». Все это было. Дело в том, что ты... Самую чудовищную вещь скажу, которая для меня была самой губительной, это наркотик, который дает тебе ощущение и иллюзию того, что ты реально бог креатива, что тебя прет от идей. И чтобы быть честным, я должен сказать, что несколько идей были придуманы именно в таком состоянии. А дальше возникает чудовищный вопрос. А придумались бы они без этого или нет? И на этот вопрос у меня нет ответа. Я всегда повторяю одно и то же, что вот это все — это ферменты, которые катализируют реакцию. Но без основного ингредиента реакция не возникнет. Талант — это в центре любой реакции. Вот он может, этот талант, эту реакцию можно ускорить, замедлить, но в центре должен быть талант. Поэтому попытки убить себя, нанюхаться, раскуриться или ширануться и стать Джимом Моррисоном — это обычно бесплодные попытки, потому что для начала должен быть талант Джима Моррисона. Вот. Но как бы про себя-то я знаю, что у меня есть небольшой талант, связанный с идеями, с созданием чего-то такого, что становится притягательно для людей, их каким-то образом задевает, каким-то образом их душевные струны, и в этом основной смысл, зачем я есть. Я вижу это я вижу, как улучшить мир, как сделать его лучше, потому что я могу придумать что-то, что донесет хорошие вещи до большего количества людей. Вот. И поэтому на этом этапе, если ответить с эгоистичной точки зрения, конечно, нельзя было просто угасить себя до такого состояния, потому что я убил здоровье, потому что я столько лет от этого не могу отойти. Сейчас я объясню, почему не могу отойти. Но с точки зрения проектов, которые я создал, это страшно самому себе признаться, но у меня никогда не будет возможности понять, а вот родилась бы вот эта вот конкретная телепередача, вот этот конкретный фестиваль или вот этот конкретный там проект, если бы не было наркотика. Я никогда на это не смогу ответить. Я знаю точно, что в тот момент, когда мы вот это вот все придумывали, и вау, вот волосы дыбом, глаза такие, метель прям вокруг, это и рождалось.
А почему я не могу до сих пор от этого отойти, это у меня неделя не проходит без хотя бы какого-то одного сна, в котором я вижу кокаин. Он мне приходит каждую неделю во снах. В кошмарных? Нет. В вожделенных? Слушай, ну я думаю, что если подсознание мне так его подсовывает, то это, конечно, снова соблазн. Ну то есть он присутствует в каком-то, куда-то, как-то, в каких-то обстоятельствах. Я просыпаюсь утром, сны же очень коротко хранятся, а потом быстро забываются. И вот в этот момент, когда я вспоминаю сон, я понимаю, опять там был порошок белый. Годами это происходит. То есть я буду рад, когда возникнет такой чистый период, когда он перестанет мне сниться. Это при том, что в этом году 11 лет у меня на абсолютном чистяке. Я вышел из больницы, и мне нужно было полностью пересмотреть весь образ жизни. Потому что было, кстати, очень непростым испытанием, потому что ты понимаешь, что сейчас ничего рядом не должно быть, что может тебя снова свести с той дороги, на которую ты наконец, фигурально, дороги, на которую ты наконец вступил и начал твердо по ней шагать. Вот. Поэтому ты выключаешь убиваешь все телефоны дилеров, а потом тебе еще 2 года приходят сообщения из твоих различных друзей, музыкантов и приятелей, которые: «Мишань, мы будем? Там есть что?» Или: «Послушай, что значит убрал из телефона? Ну, у тебя телефончик-то все равно есть». Или: «Едем в Екат, с кем связаться?» И ты каждому терпеливо говоришь: «Чувак, у меня все, я чистый, у меня никого нет, я тебе честно говорю, нет, нет, нет». После этого ты убиваешь всю свою культурную жизнь. Потому что ты не можешь пойти на день рождения, ты не можешь пойти на концерт, потому что после концерта тебе нужно прийти в гримерку. И там обязательно будет. И ты постепенно так... Вот эти тумблеры, как на телефоне ты убираешь функции, они у тебя гасятся. Ты в конце концов обнаруживаешь себя вот в таком пространстве, в темной комнате, но, слава богу, без наркотиков. И дальше потихонечку, и на это уходят месяцы, ты начинаешь возобновлять. Ты вдруг в какой-то момент, оказавшись где-то на каком-то празднике, на каком-то пати, заходишь в туалет и краем глаза видишь, что кто-то нюхает дорожку. И ты так анализируешь, нет, никакого желания не возникло, никаких воспоминаний нет, позвонить некому, все, идешь дальше. Потом ты рискуешь прийти на день рождения. И это все происходит, но ты не заходишь в ту комнату, в которой это все делают. Ты остаешься в гостиной или там на кухне, и ты не идешь туда. Потом ты рискуешь на другом уже, через пару месяцев ты рискуешь туда зайти. И дальше в конечном счете ты находишь себя в точке, в которой тебе настолько пофиг, что ты можешь стоять, облокотившись на стол, на котором толщиной в мизинец вот такие вот дороги, все вокруг нюхают, а ты спокойно стоишь рядом. Вот это была моя победа, когда я понял, что я так могу. Ты понимаешь, почему у тебя нашлись силы слезть? Я до смерти испугался. Просто мне... Вот то, что ты можешь от этого двинуть кони, это перестало быть фигурой речи. Я их практически двинул. И второе, это, конечно, то, что рядом была любимая женщина, которая меня сумела вытянуть из этого. А это очень важно. То есть перед моими глазами прошли очень тяжелые истории, в первую очередь, музыкантов, которые угашивались вместе. И вот когда люди употребляют наркотики вместе, то вытащить их из этого практически невозможно. Вот то, что моя любимая женщина категорически к этому так отнеслась жестко и при этом обеспечила мне как бы нормальную, теплую жизнь без этого, и все время меня убеждала в том, что у меня на это хватит сил, ну и просто прям мощно выносила мне мозг на эту тему, это, конечно, тоже очень сыграло ключевую роль. Вот, то есть 2 фактора. Это страх и любовь. Эта женщина потом стала твоей женой? Да. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Выбери одного, вот просто из всей этой банды одного. Давай. Ну, я буду консервативен. Вот это мой герой всегда на всю жизнь. И
Причем он же как бы внутри Битлов, он самый был безумец, и он самый был революционер. Это Екатеринбургский мемориал группе Битлз. Мне кажется, очень хорошо, элегантно сделанный. Конечно, в мои времена это было абсолютно невозможно. Но с Битлз я познакомился. Это одно из первых моих мощнейших музыкальных воспоминаний. У меня были гибкие пластиночки в журнале «Кругозор», такие маленькие. И Битлз стали публиковаться там. Но самая первая песня, которую я услышал у Битлз, была записана на открытке. Открытку мама у меня режиссер-документалист, она привезла, по-моему, из Польши. Это была такая открытка коричневого цвета, на ней был какой-то цветочек нарисован и какая-то надпись там, типа «Щепращи, кращи», ну, типа с музыкальным приветом. Вот. И когда ты ставил эту открытку на виниловый проигрыватель, на ней была записана одна единственная песня. Нужно было точно попасть иголочкой, и там так... Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay, to stay. Я просто столько ее крутил, что она уже заедала буквально на каждой музыкальной строке. У нас в школе были такие иерархия такая была битломанов. Значит, во-первых, нужно было точно знать наизусть все альбомы, и, чтобы их перечислить. Во-вторых, нужно было знать трек-лист каждого альбома Битлз. Но самый высокий уровень – это сходу определить, кто поет – Леннон или Маккартни. Ну и в некоторых случаях Харрисон. Вот. И, соответственно, ты пользовался авторитетом по мере того, как ты восходил по этой ступени все выше и выше. Когда много лет спустя у меня выпал шанс взять интервью с Йоко Оно, то ощущение нереальности происходящего меня сопровождало все это время. Я до сих пор не верю, что я с ней разговаривал. Но Йоко Оно — это самая ненавидимая в истории рок-н-ролла женщина. Считается, что она развалила Битлз, считается, что Леннон выбрал ее, а не своих товарищей. Конечно, я подходил к этому интервью с опаской, потому что я тоже ее ненавидел. Вот, я с ней поговорил, в общей сложности это был разговор в течение 40 минут, влюбился в нее вообще. То есть она была женщиной такого обаяния какого-то космического, межгалактического, что я вдруг осознал, что у Леннона вообще, даже если бы он и захотел выбрать, никаких шансов не было. Она его влюбила в себя просто с первой же встречи. Этот мемориал превратился, как я понимаю, вообще с годами мемориал всем ушедшим музыкантам. Можно рассмотреть на стене надписи «Курт жив», «Нирвана», он появился «Little Peep». Вот. А из вещей, недавно появившихся здесь, это вот этот маленький мемориал Честеру Беннингтону. Несколько дней назад была годовщина его смерти. Но это одна из тех смертей, которая на меня очень сильное впечатление произвела. Это всегда какая-то, с одной стороны, дикая несправедливость, а с другой стороны, какая-то чудовищная закономерность. Почему герои рок-н-ролла уходят в расцвет сил, и в какой-то момент, когда всему земному шару кажется, да у чувака вообще все есть. Он пользуется любовью миллионов. Ну чего тебе еще не хватает? Честер покончил жизнь самоубийством ровно в тот же день, в который до него покончил жизнь самоубийством лидер группы Soundgarden Крис Корнелл. Они были друзьями, и очевидно, что смерть Корнелла ввергла Честера в дикую депрессию. Но у человека 6 детей. Это у меня в голове не укладывается, как можно оставить 6 детей на этой земле. Какой бы ни был у тебя творческий кризис, как бы тебе тяжело не было писать, как бы тебя не заколебало это там бремя славы, но вот дети, это у меня вообще не укладывается в голове. Я каждый раз, когда такое происходит, я стараюсь больше об этом прочитать, посмотреть все последние выступления, прочитать
посмотреть какие-то интервью. Я нашел интервью на радио незадолго до смерти, где он рассказывает о том, что у него творится на душе. И когда ты сейчас это смотришь, ты видишь, как человек просто бьет в колокол и кричит: «Ребята, мне очень плохо, мне вообще мало осталось, да я вообще жить не хочу». Но как бы диджей, конечно, этого не считывает и в какой-то момент улыбается, в какой-то момент подшучивает. Короче, я давным-давно для себя определил: надо любить музыкантов живыми. Потому что мы в любой момент можем их лишиться. Расскажи про свою жену. Она у меня абсолютно волшебная и невероятно тонко чувствующая. У нас с ней абсолютно совпадают какие-то ключевые жизненные позиции. То есть это очень важно, мне кажется, потому что вот эта первая восхитительная влюбленность, когда вот ты не можешь разомкнуть объятия от счастья и задыхаешься просто, она продолжается какой-то ограниченный промежуток времени, потом она просто периодически возобновляется, но если только на этом построены отношения, то все может рухнуть. У нас с ней важное совпадение фундаментальное по жизненным принципам. Вот, собственно, отношение к деньгам, к продажности, к зоне компромисса, которую ты можешь для себя выбрать. Она же тоже творческий человек, она режиссер. Они у нас практически одинаковые. И для нее, например, этот вопрос стоит едва ли не острее, чем для меня. Потому что основные долгие годы, основные заказчики документального кино — это федеральные каналы или компании, которые поставляют продукцию для федеральных каналов. Вот. И она проходит через такие нравственные, тяжелые компромиссы, в которые я, конечно, стараюсь ей помочь. Система координат общая, она правильная. Система координат, в которой мы воспитываем наших девочек, она у нас тоже одинаковая. Какие у них должны быть ценности, какими они должны расти, что можно им нарисовать в качестве мечты, к чему они должны стремиться, в какой парадигме их воспитывать. Это очень тоже важно. Ну, то есть, как бы я с каждым годом нахожу все больше и больше аргументов, насколько правильный я выбор сделал, чтобы именно вот, что связал свою жизнь с этой женщиной. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Миш, мы на крыше Ельцин-центра. Как ты относишься к Ельцину? С уважением и благодарностью я отношусь к Борису Николаевичу Ельцину. И я, в общем, считаю, что все, что произошло со мной, я этим обязан ему. Но двум людям. Михаилу Сергеевичу Горбачеву и Борису Николаевичу Ельцину. И как это сейчас не пафосно и примитивно звучит, во времена правления Ельцина это был единственный президент в моей жизни, за которого я готов был эту жизнь отдать. Жизнь за президента? Да. Это была единственная власть, которой я испытывал настоящее гражданские чувства, уважение и респект, любовь. Почему ты готов был отдать жизнь за президента, который отправил срочников-пацанов штурмовать Грозный в 94 году? Как ты встречал Новый год? 95-го года. 95-го, с 94 на 95-й. Как ты его встречал? Я его встречал в Москве на должности программного директора «Радио Максимум», только приехав из Калифорнии. И, в тепле и комфорте? В тепле и комфорте, да. А вот в 2 часах лета от тебя пацаны твоего возраста и младше просто как мясо погибали, потому что кто-то решил затеять войну. Но это... И этот кто-то был Борис Ельцин. Когда мы читаем больше об этом времени, мы понимаем, что это, конечно, было для него... Это решение, которое ему подсунули и в которое его обратили, так
Но это, конечно, та вещь, которую я не могу никогда ему простить. Но так как у меня к нему вот такие практически были какие-то, можно назвать, сыновние чувства, это, ну да, когда твой батя совершил преступление. Надо как-то с этим дальше жить. Я много лет задаю себе один и тот же вопрос, было ли другое решение проблемы. Для меня очевидным решением этой проблемы было отпустить Чеченскую Республику в самостоятельное государство. И я понимаю, почему это решение невозможно было принять, сидя в кресле президента. Ну, потому что это прецедент. Это прецедент, да. И это тупик, из которого он нашел самый кровавый выход. И это преступление, к сожалению. Другое дело, что, ну, как относиться к тому, что твой отец совершил преступление? Это человек, который тебе дал жизнь и тебе дал свободу. Просто я думаю, что для большинства зрителей твоей программы очень сложно вообще сейчас представить систему координат, в которой у тебя нет никаких на всю твою оставшуюся жизнь шансов выехать из страны. Потому что это отсутствует как образ жизни, да, в принципе. Хотя на самом деле сейчас, в 2020-м, это представить чуть-чуть легче, потому что мы сидим дома из-за пандемии. Вот. Но для нас это было нереально вообще. И человек, Михаил Сергеевич Горбачев, который эту ситуацию сломал и который в конечном счете интегрировал нас в мировое пространство, это человек, которому я обязан всем тем, что дальше. Ельцин с его системой приоритетов был, конечно, моим президентом. Для него ценность свободы личности, свободы слова – это была основополагающая ценность. Она и для меня основополагающая. Она для меня стоит выше материальных благ и комфорта. Мы много с тобой говорим про артистов, которые торгуют задницей и выступают за бабки, поддерживая политику. За бабки, не за убеждения. Кто за убеждения, вопросов нет. Вот. А кто за бабки это делает? Чем эти артисты отличаются от тех, кто за бабки вписывался в «Голосуй» или «Проиграешь»? Это одно и то же? Нет, это не одно и то же. Это одна из основных претензий и вопросов, которые мне предъявляет все молодое поколение «Дождя» в дискуссиях. Значит, там звучит все время, доминирует такая история, что типа, что вы хотите? Это вы тогда, в 96-м году, все это начали. Это вы позволили использовать неадекватно ресурсы страны и так далее. Нет, это была та ситуация, в которой перед космической опасностью мы имеем право объединяться всеми силами и действовать по тем правилам, которые мы считаем правильными. А опасность была возвращение Советского Союза. Противостояние было между Ельциным, у которого был крошечный рейтинг, между Зюгановым, у которого был огромный растущий рейтинг. Значит, не было ничего кошмарнее перспективы того, что страна, которая только-только от этого ушла, вернется туда обратно. Вот это вот все страхи по поводу пандемии, коронавируса, мы все заразимся и половина нас умрет, это ничто по сравнению с тем страхом, который был у меня тогда. Ты понимаешь, что так же рассуждает Владимир Путин? У него есть страх, что враг, а понятно, кто для него враг, учитывая, какую школу КГБшную он прошел, Запад, захватит Россию, вот-вот высадится в Екатеринбурге, наделает здесь зла и все остальное. И, видя космическую эту опасность, или думая, что она существует, он кошмарит медиа, он делает так, что все другие вещи происходят на стороне, которая тебе не нравится. Он думает точно так, разве нет? Разница заключается вот в чем. Он параноик, а я нет. Он параноик, у которого это нереальный мир, в котором он существует. Это мир, который он себе построил на основании своей школы, на основании тех людей, которые вокруг него. А я видел этой опасности реальное подтверждение. Его можно было пощупать физически. Оно стояло, звенело в воздухе. Вторая гипотеза.
которую тоже говорят всем тем, кто оправдывает «голосуй или проиграешь». Ну, ты смотри, пришли бы коммунисты, это всего на 4 года. За эти 4 года то, как тяжело жила Россия с 92 по 96, не давало каких-то предпосылок к тому, чтобы следующие 4 года не было пиздеца. Приходят коммунисты, все проблемы, которые тогда были, и война, и потом экономический кризис, который просто опустошил все холодильники страны, наверняка случились бы все равно. И люди за эти 4 года поняли бы, что нет, коммунисты — это точно не спасение. И навсегда закопали бы стюардессу. Навсегда закопали бы эту иллюзию советского прошлого. Ты никогда не думал в таком разрезе? Думал, и если бы у бабушки был хуй, она бы была дедушкой. Никто ни в одном самом смелом предположении не мог себе представить, что коммунисты могут прийти к власти и потом ее куда-то кому-то отдать. Мы жили в стране, в которой перед этим всю твою жизнь, все твое детство, всю твою юность, всю твою школу, весь твой институт — это была правящая партия, и ничего подобного не было. Вся твоя жизнь проходила под этим гребаным ЦК КПСС. Они никогда бы не отдали власть. Поэтому невозможно было их к ним допустить. Никогда. Еще раз. То есть ты считаешь, что принципам иногда можно изменять? Я считаю, что, во-первых, есть принципы, во-вторых, им нужно быть верным, но в исключительных случаях эти принципы можно менять. В исключительных. Этого достаточно. Пиздец, ты меня разбередил, какая это для меня болезненная тема. Просто у меня прямо вот снова, знаешь, в висках начинает стучать, когда я об этом думаю. Почему? Не потому... Мы сейчас пишем, если что, Миш. Да, ну, то есть, как бы это общение на камеру. Не потому ли, что ты до сих пор сомневаешься, прав ты или нет? Я все время сомневаюсь. И по этому поводу... Все умные люди сомневаются постоянно, да. Просто я тебе скажу, какое ощущение у меня было. У меня было ощущение... Вот в моем детстве я увидел потрясающий фильм режиссера Стэнли Крамера «Благослови зверей и детей». И в этом фильме мальчики, причем они все такие прям лузеры, они убегают из школы на какое-то дальнее ранчо с бизонами, чтобы выпустить этих бизонов на волю. И весь фильм — это такой роуд-муви, показано, в общем, какие они все странные и нелепые, и гики, и нерды. И они, в общем, в финале фильма они добираются, наконец, до этого ранчо и сносят эти гигантские ворота, чтобы эти бизоны, наконец, вырвались и поняли, что такое свобода. А бизоны остаются стоять. И вот мое ощущение того времени заключается в том, что вот только-только я увидел эти раскрытые ворота, и эти ворота в 96-м году с ростом рейтинга коммунистической партии передо мной вот так вот захлопываются. И это для меня до сих пор, я вспоминаю это ощущение каждый раз, когда мне кто-то предъявляет претензии за «голосуй или проиграешь». Миша, я вижу, что болезненная тема, просто чтобы ты тоже понял, я тебе объясню. Я же тоже очень ценю. Я жил в совке, наверное, год, ничего не помню, разумеется, но он меня пугает не меньше, чем тебя. Я прекрасно понимаю, что такое, когда нет частной собственности и нет возможности свободного передвижения человека, не нарушавшего закон и, в общем, не сидевшего в тюрьме. Это ужасно, это чудовищно, и совок в этом смысле — это, конечно, полный отстой. Ельцин крут тем, что он один из тех, кто эту свободу дал, но вот эта святость, вот это нимб, который есть у многих людей либеральных взглядов. Мне непонятно, откуда он. Слушай, откуда нимб, который появляется вокруг Ельцина. Я воспитан просто в той традиции, что если ты сделал что-то одно хорошее людям, это не дает тебе индульгенцию на беспредел, алкоголизм и неправильные решения, которые идут дальше. Ты должен это отрабатывать постоянно, как в сексе, понимаешь? Ты не можешь кому-то рассказывать, что когда-то ты был хорош. Ты должен сегодня... зарабатывать свой авторитет. Да, ты должен быть дееспособен и хорош, чтобы было хорошо ей и тебе. Вот, и вот я воспитан в этом. Поэтому этот нимб кажется мне странным, когда я все время слышу.
тоже процитирую тебе тех же самых Чайфов. «Иди, если хочешь, оставь нам нашу любовь». Знаешь, не так много ее осталось. Я не переубеждаю. Во всех рейтингах лучших правителей России стабильно, всегда на 2 последних строках будут Горбачев и Ельцин. Да, это... Вот. Так что оставь нам хотя бы это. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Мы находимся у здания Свердловского рок-клуба. Это, по-моему, практически уже полуразвалившееся и давно заколоченное здание ДК Свердлова. Тут был учрежден рок-клуб. Он просуществовал всего 5 лет. И в этом здании есть небольшой зал. Туда вмещается, по-моему, то ли 700, то ли 800 мест. На земле не было места, в которое ты хотел бы попасть больше, чем внутри этих стен. Если ты попадал туда, ты, в общем, несколько недель или месяцев после этого чувствовал себя Богом, который побывал апостолом, который побывал на Тайной вечере просто. Главная группа, которая аккумулировала это место, это Наутилус Помпилиус, Чайф, Агата Кристи. Последняя группа, которую приняли в Свердловский рок-клуб, это «Смысловые галлюцинации». Сейчас это здание РПЦ? Сейчас это здание принадлежит РПЦ, и его пытались каким-то образом вернуть обратно, и это не получилось. РПЦ его никак не использует, оно заколочено. Там люди, которые несколько лет назад побывали там все абсолютно разрушено, в руинах. Это теперь их собственность. Значит, это улица, которую наши ребята, музыканты, предлагали переименовать. Один вариант был в рок-клубовскую, а другой вариант, который Шахрин предложил, солист группы «Чайф», улица Первой Пятилетки. Потому что рок-клуб просуществовал ровно 5 лет. И тут такая рифма, типа, пятилетка — это эхо Советского Союза, но это на самом деле про рок-клуб. Ну, как ты говоришь, не используют? Заколотили? Как минимум бесов здесь нет. Или... Так что не надо. Я, например, как раз придерживаюсь убеждения, что как раз бесы здесь есть, но они появляются потому, что у такого владельца такая территория. Я думаю, что ночами там реально происходят шабаши. Отблески в окнах такие, огня возникают. Ты наговорил терабайты разного про Юлию Чичерину. Нет. Про Юлию Чичерину. Я не хочу снова говорить про то, что вот она на Донбассе, как ты жалеешь, что когда ты ставил ее в эфир. Я процитирую Олега Кашина. «Вообще я знаю, что Миша Козырев расстраивается из-за Чичериной и серьезно к этому относится. Ну как тут не вспомнить? В эфире нашего радио при Козыреве не было гражданской обороны, чтобы, не дай бог, не проросли ростки фашизма. А в итоге Летов давно умер и ничего никому плохого не сделал. А ростки проросли из самых безобидных и самых форматных для нашего радио артистов». Есть ли что ответить Олегу Кашину? Я абсолютно ни о чем не жалею в отношении моей эфирной политики с группой «Гражданская оборона». Я не поставил их в эфир на основании того, что песня «Общество. Память» с припевом «Вешай жидов и Россию спасай», я считал, что я никогда не смогу объяснить, почему я играл эту песню в эфире, ни себе, ни своим родителям, ни своим детям. И да, я считал, что человек, который написал эту песню, от лица художественного образа должен публично это объяснить аудитории. Вот что я имел в виду. Потому что даже несмотря на то, что и есть видеозапись, как в Израиле, зал громко и весело орет «Вешай жидов и Россию спасай», это для меня не было убедительным аргументом. Я не хотел, чтобы больше людей приобщалось к этой музыке. Вот. И более того, еще раз хочу подчеркнуть, я возделывал свою грядку, позволяя всем цветам цвести везде, где угодно. Я никогда не стоял на позициях того, что какого-то бы то ни было жанра музыки не должно существовать. Я честно говорил, это мне не нравится, у меня есть
вот это моя грядка, я не буду сажать эти ростки. А вот это, по-моему, офигенные ростки, дай-ка я себе посажу. Мне это поручили. До тех пор, пока я это делал, это была моя вотчина. В тот момент, когда я оттуда ушел, это стало вотчина других людей, и как бы дальше каждый волен соглашаться или не соглашаться, что было лучше, что было хуже. В том, что произошло при взятии Крыма и при войне, с началом войны на Донбассе с музыкантами, это для меня до сих пор одна из самых болезненных тем. Я, конечно, представить себе не мог, что какое-то количество людей, которые написали такие замечательные песни, они не поймут, что это из себя представляет и что можно делать, а что нельзя делать в отношении политических и государственных решений. Но Юлия Чичерина одна из тех, которая вот восприняла это так и пошла этой дорогой. Все эти годы, что ты рассказываешь про то, как, что это твоя личная драма, что артисты сделали такой выбор, я задаюсь вопросом: Миш, а почему так серьезно? Нельзя же отвечать за всех, кому ты дал шанс. Во-первых, а во-вторых, пусть это не прозвучит обидно для артистов, которые думающие люди, но это же артисты, у них вот такая вот подвижная психика, они увлекаются и всем остальным. Почему у тебя такой высокий спрос с них? Они не могут быть все голосом поколения, они не могут быть камертонами нравственными. Все, по крайней мере. Кто-то может быть. Но все. Это же лицедеи, это же бродячий цирк. Это люди, которые не вынуждены, а призваны снабжать нас эмоциями. И то, что они плывут из одной стороны в другую, это же нормально. Так устроена жизнь. Разве нет? Где угодно, но не в моем саундтреке. В моем саундтреке я хочу слушать и слышать тех людей, которых я люблю, которым верю и за которых мне не стыдно. Но это только мой саундтрек. Он у меня только в голове звучит, и все. Ты имеешь в виду саундтрек твоего мировосприятия? Да, моей жизни, да. Ты видел фотографию Бутусова, который стоит вот так вот вместе с губернатором Бегловым? Кто-то его награждал чем-то. Да, я видел. Я видел, да, эту фотографию и... И что? Я воспитываю в себе понимание и милосердие. И с одной стороны, я задаю вопрос себе, а пошел бы я, или стал бы рядом с таким человеком я, или стал бы я фотографироваться там с Собяниным, с Лужковым, с кем угодно. Нет и еще раз нет. Слава человек очень мягкий, крайне как бы такой христианских ценностей, и он как бы не относится к числу тех людей, у которых настолько твердый хребет, что они могут отказывать легко. Такие люди есть. И, например, там Шевчук, один из них. Да? А Слава, у него вот такой силы стержня. И главное, что такого разделения территории на то, что вот это мои, а вот это чужие, у него нет такого. И когда он где-то высказался на тему того, что мне просто сказали, что мне хотят вручить орден. Пригласили. Ну, как бы я даже не очень вникал, за что, почему. Его не смутило, что это вручает один из самых карикатурных вообще руководителей страны? Ты знаешь, долгие годы общаясь с большими артистами, я понимаю, что многие из них живут в парадигме «артисты остаются, а вот эти все приходят и уходят». Это правда, кстати. Это на самом деле справедливая, это справедливая история. Да, поэтому и это я тоже могу понять. Меня, если говорить о моему многолетнему отношению к группе Nautilus Pompilius, которая для меня была, наверное, одним из самых первых, сильнейших потрясений в понимании того, что и на моем языке можно петь
так круто, что это меня внутри начинает переворачивать, просто разрывать. Это было связано с впечатлением от первого альбома Наутилуса, где радиола стоит на столе, я смотрю на тень на стене. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Так вот, самым сильным, тяжелым ударом моим было то, когда Бутусов поехал выступать на Селигер, когда он выступал перед нашистами. И тогда же была кульминация его конфликта с Кормильцевым. Как Кормильцев ему сказал: не смей петь мои песни перед этими... Ну, не буду говорить, как он их назвал. Но для меня это было очень серьезным ударом. Давай две справки для людей, которые вообще не застали величие Наутилус Помпилиус. Я правильно понимаю, что в конце 80-х это был, как сейчас, оксимирон? Это была невероятная мощь, это была крутейшая поэзия, и это прямо вот резонировало так, что звездец. Или какое-то другое у тебя сравнение? Нет, сравнение хромает в сопоставлении времени. Оксимирон появился в тот момент, когда звезд было несть числа и справа, слева, сверху, снизу и в разных жанрах. Наутилус бомбанул, как будто это было состояние вакуума. Вообще ничего не было. То есть единственная музыка, которая звучала постоянно, это вот традиционная государственная шняга из «Голубого огонька». Вот они, надо сказать, что там и остаются все это время. Вот это, и, конечно, это вызывало рвотный рефлекс у любого человека, который вообще, в принципе, интересовался музыкой. И вдруг к тебе в руки попадает бобина или кассета, на которой люди поют охеренную поэзию на твоем родном языке, да еще и мелодии цепляются моментально на ухо. Они моментально становятся афоризмами. В этом отношении смысловой и поэтический заряд у Оксимирона, конечно, мощный, или даже мощнее, чем у Наутилуса того времени. Мелодически Наутилус был гораздо круче. Это были песни, в первую очередь. А расскажи, тоже тем, кто не знает, все эти песни написаны Кормильцевым. Не все. Примерно в соотношении на 5 текстов Кормильцева приходился один очень хороший текст Бутусова. Но вот главное, самое, наверное, будоражащее оппозиционно настроенных людей песня «Скованная одной цепью» — это Кормильцев. Ты слушал это, и ты не верил своим ушам, что кто-то оборзел настолько, что может такие вещи вот так вот произносить. И это еще когда не было никаких перемен, требуют наши сердца. То есть Борис Борисович Гребенщиков плыл уже тогда в облаках над землей. Цой и еще мои друзья идут по жизни маршем, остановки только у пивных ларьков. А тут вдруг появляется прямо тебе трудовая круговая порука мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. И ты думаешь, да, это люди не жильцы. Их просто закатают в подвалах завтра же. Ничего подобного не происходит. Вот на кассетах размножается. И главное, в одночасье вся страна начинает это слушать. То есть это был реальный эффект ядерной бомбы. И фотография Беглова с Бутусовым спустя столько-то лет. Как ты думаешь, если бы Цой был жив, он бы был сейчас в «Единой России»? Категорически нет. Я на этот вопрос искал ответ много-много лет. И есть несколько людей, безвременно ушедших, по поводу которых этот вопрос все время задается. И Сергей Бодров — это один из них, и Виктор Цой — это другой. Как можно узнать, постараться понять, так это или нет? Только максимально общаясь с теми людьми, которые были с ними близки. Вот в случае с Цоем у меня есть достаточно людей через одно рукопожатие, знающих его. Ну, то есть я вот Панкеру сжал руку, а Панкер был другом Цоя. И у меня были несколько фантастических совершенно ночей, которые мы провели в мастерской Густава, когда он еще был жив. Когда я приехал с ними записывать материал, рассказы про то, как они делали музыку для проекта «Кинопробы», который мы сделали тогда, каверы вот эти. Вот. И я провел с ними потрясающие совершенно вот такие вот сессии. Набирая какое-то количество мнений и ощущений, ты, в общем, можешь для себя сформулировать этот ответ. Я уверен,
что Цой не был бы никоим образом ни в каких отношениях с нынешней властью, я подозреваю, что, но это мое личное уже ощущение, что, скорее всего, он пошел бы по пути Петра Мамонова. Я думаю, что он, скорее всего, жил бы отшельником где-нибудь в лесах. Не знаю, до какой степени религиозности, она как-то с Цоем вообще не вяжется. Но он бы ушел от жизни. Он бы жил в своем собственном мире. Это вот как бы тот Цой, которого я себе придумал. Я не знаю, насколько это соответствует. Одно из важных отличий Свердловского рок-клуба от Московской рок-лаборатории и от Питера заключалось в том, что каким-то образом, почему-то, здесь принято было так. Каждый должен заниматься своим делом. Поэты должны писать тексты, музыканты должны писать мелодии. И практически во всех уральских группах это именно так и было. Одно исключение — это Шахрин. Шахрин делает то и другое. И поэтому в рок-клубе к ним относились так, как-то, такие простые песенки. Понятно, что он и то, и другое делает. Кормильцев, я думаю, что он был во многом философом и идеологом. Он, кстати говоря, был и философом и идеологом рок-клуба. Потому что там же для того, чтобы стартовать с рок-клубом, нужно было написать заяву. Нужно было написать хорошую концепцию. Ну, да. И вот два человека, которые ее писали, это Коля Грахов, который был стал директором рок-клуба, а сейчас одним из главных радиомагнатов в Екатеринбурге, и Илья Кормильцев. И Кормильцев до последних своих дней, он был тем, кто не за Селигер. Значит, почему запрещал? Мне внутренне нужно решиться рассказать тебе одну историю. Хорошо, значит, мысль такая. Кормильцев, будучи невероятно талантливым поэтом, по сути личности он был провокатором. Ему не столь важно было, за что он сам, сколько важно, против кого он. У него был естественный, я думаю, что природный рефлекс идти поперек течения. Как, кстати, у нескольких других рок-музыкантов, я думаю, что мы этого коснемся еще дальше. Так вот, Кормильцев, его мотало из стороны в сторону. В какой-то момент он становился абсолютным анархистом, в какой-то момент журнал он выпускал «Контркультура», вот, но его заносило так, что вот в какой-то момент мои оправдательные аргументы Кормильцеву, они закончились. И это произошло, к сожалению, в очень неприятный для меня момент, который, собственно, я публично об этом не рассказывал, но так как большинство людей уже, в общем, в мире ином, значит, это был концерт, по-моему, это был концерт Насти Полевой на одном из мероприятий уже в 2000-х годах. Я приехал сюда, по-моему, вести какой-то вечер на этом фестивале, и мы с Димой Гройсманом, который продюсер группы «Чайф», и мы поехали в клуб, где выступала Настя, и там появился очень пьяный Илья, прям совсем пьяный, когда вот реально его несет. И он, значит, ходил за мной следом и громко кричал: «Почему этот человек убивает русский рок? Козырев, почему ты убиваешь русский рок?» Значит, мы пошли в закрытую маленькую комнату, типа гримерки, сели там с Димой, потому что нам просто надо было еще поговорить. И он начал ломиться туда, мы его запустили, он сел рядом, ничего не говоря. Мы сидим с Димой, о чем-то разговариваем. И он такой: «Нет, ответь мне, почему ты убиваешь русский рок?» Я ему спокойно объясняю: «Илья, ты очень сильно выпил, я не убиваю русский рок, я стараюсь просто многим разным группам дать еще один шанс, чтобы они выступили на радио. Дай нам, пожалуйста, с Димой договорить». Он замолкает какой-то, потом это все еще раз повторяется, и Дима просто резче ему говорит: «Илья, оставь нас, пожалуйста, выйди, ради бога». И он встает, идет к двери и через спину произносит: «Встретимся, блядь, на виселице, жидовня поганая». Ну, в этот момент Дима рванул к двери и захлопнул ее. И, в общем, я помню, что я помню, что я сидел верхом на Илье и просил его, чтобы он снял очки, потому что я боялся разбить. Ты пошел чистить ему лицо. Да, Дима первым удар нанес, я вторым, мы его просто... Ну он же пьяный, Миш. Ну, такие вещи нельзя просто... Это не вопрос, пьяный или не пьяный. У нормального человека такие мысли не возникают в голове. А их просто нет. Ну, им нет. Значит, у него это есть.
И такие вещи прощать нельзя. Надо бить ебало. И вы завершили процесс? Нет, там ворвались уже security, значит, меня тащили, его подхватили под усы, и он, когда выходил, орал: «Остановите его, он убьет русский рок». Все, как бы... Вопрос, а дальше возникает всегда у меня одно и то же. Когда происходит такая катастрофа, и мир с портретом какого-то человека, которого я любил, раскалывается и осыпается, дальше ты сталкиваешься с вопросом, а как дальше слушать его песни? И как дальше слушать эту музыку? И в его случае это мне абсолютно не помешало. Ты продолжаешь считать его великим русским поэтом? Выдающимся, я бы так сказал. Выдающимся русским поэтом. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Лучший вид для того, чтобы спросить, в чем смысл жизни? Ты помнишь, когда ты ехал в товарном поезде из Екатеринбурга, не в товарном, а в пассажирском обычном поезде в Москву, и там с тобой рядом сидел старичок, и он попросил тебя заварить чай, ты ему заварил и передал. Вот это и был твой смысл жизни. Вот так это обычно объясняется. Мы не знаем, в чем это, а оказывается, это просто в том, что ты в нужном месте, в нужное время какому-то странному старичку передал чашку чая. Очень хорошо. Подумай об этом. Мы сейчас находимся на главной барной улице России, а может быть и Европы. Лучшее место, если бы вы видели, как приходится изгибаться Сереге Фирсову, чтобы это снимать. Ты сфоткал же это? Мы фотографии это проиллюстрируем. Что только не сделали, чтобы снять над Рубинштейна. Самая незабываемая пьянка в твоей жизни? Значит, я единственный человек в России, который умудрился заснуть на выступлении группы «Ленинград». Это был какой-то фестиваль. У меня был проход, меня пригласили в VIP-ложу. И я помню, что это была там трехэтажная такая конструкция. Наверху все было белоснежное, и какие-то превосходные, невероятной красоты женщины в коротких белых платьях разносили безграничное количество чудовищного напитка под названием «Апероль Шприц». И, собственно, все было включено. Поэтому, значит, там на сцене шло там «Ленинград», а я такой... И на следующий день ты обнаруживаешь в своей ленте то, что все твои, друзья сфотографировались с тобой, когда ты спишь под группу «Ленинград». Причем они старались, чтобы в объектив вошли не только они, не только спящий я, но еще и Шнур на сцене. Вот таким вот образом они выстраивали ракурс. Это мне до сих пор причиняет боль, вот эта вот пьянка. А не было у тебя сомнений, когда ты эти фотки видел, что, может быть, старость уже подкралась? Нет, потому что я просто понимаю, что надо быть осторожнее с коктейлем «Апероль Шприц». Нет, еще не старость. Нет, старость — это когда вот реально там мои дети снимут какой-нибудь кораблик, который будет сплавляться по какой-нибудь реке в честь моего какого-нибудь очередного юбилея, пригласят туда всех моих друзей, все будут радоваться, а я буду тихо спать под пледом. Вот так вот уже. Эта картинка у меня есть четко, как это будет. А пока еще нет. Пока я... еще бодрый и весел. А сколько лет тебе тогда будет, как думаешь? Это 70? Это 80? Ты обрати внимание, 99? Такая закономерность. Сколько бы тебе ни было, ты помнишь, что в детстве эта цифра казалась тебе ужасной. То есть ты же никогда не думал, что 30-летние вообще еще что-то хотят и могут. Я, например, смотрел на своих родителей и думал: господи, ну это прям, понятно же, что такой барьер никогда не преодолеть. Вот. И каждый раз ты радуешься, что... А на самом деле, чем дольше живешь, тем больше жить хочется. Такая закономерность. Я думаю, что я бы хотел, конечно, чтобы я был под этим пледом 90-летним, бодрым старичком, который просто прикорнул. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. За последние 20 лет у тебя была возможность эмигрировать из России? Возможность эмигрировать из России, как я понимаю, у меня всегда есть, поскольку я еврей по маме и по папе, и я, если что, могу получить... Репатриироваться. Да, репатриироваться. Вот. Ну и
собственно, как человека, который регулярно каждый год по многу раз ездит по миру, если я бы захотел каким-то образом куда-то, где-то закинуть якорь, я мог это сделать. Но как бы мыслей таких не было пока. Почему? У меня часто, особенно когда меня в очередной раз кто-нибудь выкидывает из страны, говорит: не нравится здесь, уезжайте. Вот. У меня такая ответная реакция: да пошли вы нахуй. Уезжайте, блядь, сами оттуда. Я для этой страны, блядь, сделал по меньшей мере больше, чем вы все, блядь, ублюдки, вместе взятые, блядь. Подарите сначала 1/3 того, что я успел прекрасного сделать в этой стране, потом вы будете иметь право раскрывать рты. Это, конечно, я не так отвечаю, это эмоционально. А так, в принципе, я думаю, что я до последнего буду... Я для себя так определил. Как бы главный приоритет, конечно, сейчас это девочки мои. Вот если я почувствую угрозу какую-то, вот когда в дверь стучат, правда, все мне на это говорят, когда в дверь постучат, уже поздно будет, но условно, вот то, что я определю как стук в дверь, то есть невозможность, потому что это становится опасно, в этот момент мне придется принять выбор вот такой вот, уехать отсюда. Я не хочу. Нет ни одной страны, которую я полюблю больше, чем эту. Я люблю ее, ну, как бы по-настоящему. Слушай, ты произносишь фразу «чем больше живешь, тем больше жить хочется». При этом, если посмотреть и последить за твоей рефлексией, например, относительно того, что происходит с Россией, ну, кажется, что ты мучаешься все время. И даже вот этот момент... Лузером недели признается весь многострадальный российский народ. Потому что мы замечательно проголосовали 1 июля. Каждый раз, когда тебя до такой степени лишают надежды, это был тяжелый день для меня. Я особенно хочу поблагодарить всех тех, кто проголосовали «за». Я буду, вам ночами в занавеске являться в страшных снах. И каждый раз, когда будет приключаться очередной пипец в нашей стране, я буду напоминать вам, махать вот так вот, как сейчас, указательным пальчиком. Молодцы! Здесь появляется момент, как ты начинал эфир на «Серебряном дожде», когда ты говорил, что лузеры недели — это те, кто проголосовали за поправки. Вот он тоже показывает, что вот эта боль, она всегда в тебе есть. Боль из-за политических проблем, которые есть в стране. А тут ты сразу говоришь, что в целом все норм и жить хочется. Как одно с другим сочетается? Где ты глушишь рефлексию, грусть, и почему ты не впадаешь в депрессняк? Это система координат, в которой я живу, она все-таки отстраивается от того, что значит настоящая беда. Настоящая беда – это когда твой родной, дорогой человек болен неизлечимой болезнью. У меня с разницей в несколько лет и мама ушла от рака крови, и папа ушел от рака крови. И я, собственно, знаю, что значит жить с ощущением настоящей беды. И я каждый день, реально каждый день, я повторяю себе какие-то слова, что самое главное, что все живы и здоровы. Поэтому вот это реально то, что по-настоящему страшно. Моя рефлексия по поводу государства, системы и в общей сложности принадлежности к меньшинству, которому я всю жизнь, я вынужден с этим мириться, я понимаю, что я никогда не буду в составе общего, как говорят, цисгендерного большинства в этой стране. Это все-таки относительная вещь по сравнению с настоящими несчастьями. Я сегодня рассказал это в эфире, вот, потом раз и получил маленький кусочек видео, в котором мои девочки на катере отмечают день рождения моей там давней соратницы и близкой подруги Ани Форштретер. И они там на яхте где-то катаются в Подмосковье. На маленькой лодочке. И вижу, как они счастливы. И это как бы я выдыхаю, думаю, главное, что все живы и здоровы. Все время вот такую мантру себе повторяю. Блиц! Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь длинно. Со мной так, да. Трамп или Путин? О, Господи! Я назову Трампа. При том, что он мне абсолютно омерзителен, но я думаю, что система, в которой он существует, гораздо более надежна, и она его выдержит и переварит. Илон Маск или Марк Цукерберг? Я заменил бы здесь «или» на «и».
Это как раз два человека, к которым я испытываю большую симпатию и уважение. Но если ты ставишь вопрос ребром, то сегодня Илон Маск. Марк Цукерберг или Павел Дуров? Марк Цукерберг однозначно. Что важнее, талант или совесть? Ух ты. Наверное, в общечеловеческом масштабе совесть важнее. Самый великий правитель, говоривший на русском языке? Александр Сергеевич Пушкин. В отношении правителя умов, я бы так сказал. Есенин или Маяковский? Маяковский. Леонов или Миронов? Сейчас мы говорим Про об актеров, конечно, да. артистах. Да. Миронов. Миронов вызывал у меня всегда абсолютный восторг. Это такая феерическая степень таланта, которая дается прямо по крупицам на земном шаре. Ельцин или Горбачев? Ты знаешь, это одна из самых моих трагических историй в жизни. Это я не мог никогда понять, почему они не поставили вместо «или» «и». Потому что они не смогли простить друг друга. А если бы это произошло, то вполне возможно и история была совсем другой. Горбачев. Сколько тебе будет в 2036 году? Сейчас, секундочку. Мне будет 70 лет. А сколько тебе было в 1999? Сейчас заново придется. Сейчас 30. Ну, как бы приблизительно, мы же говорим. Ну, хорошо, да, вот, нет, сейчас больше 32. Ты хочешь высчитать, какое количество времени моя жизнь проходит при Путине? Ну, конечно. Да это пиздец какое. Просто, блядь, если бы я только знал о том, что это предстоит, вот уж точно прям предпринял бы радикальные перемены в своей жизни. И финальное. В чем сила? В чем сила, меня спрашивает человек с татуировкой Данила. Ты знаешь, чем дольше я живу, тем больше прихожу к выводу, что сила в милосердии. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. Миша, что ты подаришь зрителям? Я не подарю, я оторву от сердца. Это одна из самых ценных реликвий в моей коллекции кепок. Это главный артист всей моей жизни, группа U2. Это кепка с их тура, которая называется Innocence and Experience, которая приобретена мной на финальной части их тура, на последнем концерте в их родном городе Дублин. Это прям вот вообще жалко отдавать. Этот вопрос надо было задать внутри выпуска, но если коротко. Ты Канье Уэста не очень любишь, потому что он немного блаженный. Да. А Боно не блаженный? Абсолютно нет. Да ну ладно. Он давно миссионер, а не рок-артист, нет? Ну, это основное обвинение, которое ему предъявляют, это не соответствует действительности. Очень редко, когда бывает, когда человек понимает масштаб своей популярности и использует его в благих целях. И я не считаю, что он с этим перегибает палку. Если бы их концерты и альбомы год от года меня все больше и больше разочаровывали бы, то тогда, может быть, я позволил бы себе такую оценку. Ну, чувак занимается только активизмом. Так выглядит любовь. Это мы увидели. Конкурс. Вот эту кепку, которую Миша, как мы теперь точно убедились, отрывает от сердца. Изначально мы хотели сделать конкурс, придумать название YouTube-канала, который Миша открывает, но мы не будем это делать, потому что это повторение за выпуском с Андреем Лошаком, который Все, тоже... Тем более, что у меня уже у самого появилось пара вариантов. Да. Миша сейчас по всему миру возит людей на концерты. Отрывок из одного из таких домашних концертов вы видели в этом выпуске. Расскажите о самом невероятном концерте, на котором вы были. Чем коротко и в прикрепленном комментарии, там, где тайм-коды. Коротко, но интересно. Чем удивительнее, неожиданнее будет история, тем круче. Причем концерт может быть абсолютно любой. Это может быть Оазис на Уэмбли, это может быть концерт Ольги Бузовой где-нибудь в Алтайской деревне. Или концерт какого-то любого другого артиста в любой другой русской деревне. Конечно, шансы на то, что выиграет этот конкурс-концерт Ольги Бузовой в Алтайской деревне, невелики, но если хорошо описана и крутая история, то даже и это возможно.
Миша, спасибо тебе большое за эти несколько дней, за эти несколько городов. Юрий